Приветствую гостей и подписчиков канала. Сейчас я вам покажу, как плести вот такой гамак. Беру брус, вернее два бруска мне надо, длиной 140 сантиметров у меня получится. Размер самого бруса 3 на 4 сантиметра. Отмеряю нужную мне длину, отрезаю. Зачищаю шкуркой. Шкуркой зачищу все торцы на обеих брусьях. На обеих брусках. Можно, конечно, шлифмашинкой все обрабатывать, но у меня немного тут. Она у нас где-то есть, я даже искать ее не стала. Так, вот я обработала, наметила дырочки, где у меня будет. Они у меня получились где-то приблизительно через 10 сантиметров, на расстоянии около 10 сантиметров. От начала я взяла 3 сантиметра первую дырочку. Из того края тоже 3 сантиметра отмерила, а потом уже на равном расстоянии наметила точки, где я буду сверлить дырки. На обеих брусках я это сделала, разметила. Сверло у меня 6 миллиметров, потому что у меня веревки 6 миллиметров. Работаю я в этот раз в гараже. Дома у меня места достаточно большого для большого гамака. Для плетения большого гамака у меня не нашлось. Поэтому я буду плести в гараже. Временно отжала у своих мужчин гараж. Так, дырки надо зачистить по-хорошему. У меня в руках сейчас отвертка с плоским кончиком. Ей не очень удобно. Я потом взяла отвертку с крестовиной на кончике, поэтому удобнее стало круглые, когда кончик зачищать. Убрать все заусенки.
по возможности, чтобы веревки не повредились во время использования гамака. Так, и вот на этой стадии брус надо зачистить очень хорошо, весь, со всех сторон. Уголки вот эти острые все я тоже маленько скруглила шкуркой. Я говорю, если есть шлифмашинка, пройдитесь шлифмашинкой по всем 4 сторонам. Так, лак вот этот конкретный я не рекомендую. Ну, не то, что рекомендую, нет. У меня просто вот есть такой лак. Он у меня есть уже давно. Уже года 2 я им пользуюсь. Главное, чтобы он был для уличных работ. Чтобы перепады температуры он выдерживал. И влажность. Единственный плюс вот у этого конкретно лака, что он сохнет быстро. А так берите любой, какой вам хочется. Или краску для уличных работ, или лак. Просто пропитать каким-то покрытием бруски, чтобы они были защищены от погодных условий. Дырки можно промазать еще отдельно ватными палочками, чтобы внутренняя часть дырок тоже была обработана. Так, вот смотрите, вот это я собрала себе такую вот раму. Ее делать не обязательно. Если у вас есть где натянуть веревки, можно эту раму не делать. Но, в принципе, с ней удобней. Разбирать я ее потом, эту раму, не буду. Она мне еще, я думаю, пригодится. Так, вот смотрите. Натянула веревки. 2. По верху и по низу. На них продела на крайней дырочке вот эти мои бруски. И закрепила эти веревки. Внизу я тоже также протяну через крайние дырочки веревку и также по низу закреплю. Отмеряю нужную мне длину. И фиксирую еще раз вот эти бруски на верхней планке и на нижней планке. Я тоже их закреплю, чтобы они у меня, когда я буду плести полотно, никуда не смещались. И плетение полотна у меня не деформировалось. Когда начинаю обычно плести новые изделия, подготовительная работа всегда занимает времени дольше, чем само изделие. Но зато, когда все уже подготовится, все продумается, изделие уже можно делать одно за одним. Так, теперь по низу также я пройдусь. Веревочку протяну и зафиксирую на нижней планке, на нижней части рамы. Начинаю навешивать веревки. Так, взяла я 6-метровые веревки. Вернее, нет, я себе это брала маленько подлиннее, потому что когда начинаю новые изделия, я беру с запасом. Но вам, я думаю, 5-6 метров вполне хватит. Да, можно и 5 или 6 метров. Складываю не пополам, оставляю кончик приблизительно сантиметров 70. 60-70 сантиметров кончик. И просто привязываю обычным узелочком. Смотрите, видите, просто накинула, кончик оставила сантиметров 70 приблизительно
И просто завязываю на 2 узелочка. Короткую веревочку я перекидываю на ту сторону, чтобы она мне не мешала длинной частью веревок. Навешиваю по 4 веревки, так как я буду плести квадратными узлами. Квадратный узел делается на 4 веревках, 2 внутри и 2 снаружи. В каждой точке у меня будет по 4 веревочки, по 6 метров, которые. Веревки у меня разноцветные, 3 цвета у меня здесь использовано будет в гамаке. Расстояние между узлами, ну я не знаю, у меня тоже, наверное, сантиметров 10, точно не могу сказать. Просто на глаз определите приблизительно, какая у вас будет ячейка, ширина ячейки, и навешивайте веревки по всей длине между планками. Плету квадратные узлы у самого основания веревки. Проплету все веревочки. Видите, я показываю, сколько я их навешала. Забыла сказать, знаете что? Крайние 2 веревки, которые крайние к самой планке, их надо брать длиннее, не 6 метров, а 8 метров. С этой стороны и на той стороне тоже 8-метровые 2 крайние веревки привязать. Остальные по 6 метров. Или по 5. Можно 5 или 6 метров, смотрите сами. Так, плету квадратные узлы. Смотрите, в первой точке я сплела только 1 квадратный узел. Я буду делать по 2 квадратных узла. Потому что веревки... про веревки я, кстати, не сказала. Веревки я в этот раз использую полипропиленовые. Первый раз я их использую, эти веревки. Мне они понравились. Они толщиной 7 миллиметров. Они дешевле, чем полиэфирные стоят. И в работе они такие достаточно приятные. И я не думаю, что они сильно большую усадку будут давать. Но так как я не знаю, как они держат узел, поэтому я плету не одним квадратным узлом, а 2. Так, тоже делаю в первой точке 2 квадратный узел доделываю. Так, я плету весь ряд первый. Это будет у меня первый ряд. Так, первый ряд я сплела. Сейчас будет второй ряд. Величину ячеек смотрите сами, какой вам надо, почаще, погуще. Я определяю только на глаз, сказать не могу.
Также я проплету весь второй ряд. Узлов много, повторяться как бы я не буду. Я плету рядами. Вот смотрите, крайние веревки, почему я говорила, они длиннее должны быть. Не по 6 метров, а по 8. Потому что вот эта намотка, две крайние веревки, я буду через ряд наматывать, привязывать вот к брусу. И с этой стороны, и с правой стороны также я буду делать. С того края. Поэтому они 8 на 2 метра больше, потому что берет больше веревок такая намотка. И обратите внимание, у меня же были просверлены дырки по всему брусу. 13 дырок, что у меня там было, я не помню. Вот. Их вот этими намотками стараться не закрывать. Делать либо выше, либо ниже. И фиксирую простым узелочком. Здесь я просто делаю квадратные узлы. Я же делаю по 2 квадратных узла, я тут сделала в 2 точках по одному.
Делаю третий ряд. Все плетение гамака, внутренней части гамака я показывать не буду, потому что это просто долго. Я вам сейчас покажу просто начало и принцип плетения этого гамака. Несколько рядов. То есть один ряд привязывается к планке, второй ряд не привязывается к планке. Потом опять привязывается и не привязывается. Плету рядами. Слева направо, симметрично, равномерно, стараясь сделать ромбы вот эти одного размера. Так, четвертый ряд. В четвертом ряду я опять буду привязывать к планке. Сейчас я просто сделаю крайний ромб. Если я с левой стороны привязываю к планке, значит с правой стороны у меня тоже привяжется к планке. После того, как проплету весь ряд. Фиксирую узелком. Так, здесь сейчас тоже сделаю.
Во время намотки стараемся не закрывать дырки просверленные. Они нам еще понадобятся. Делать либо сверху, если получается, что вот в районе дырки получается намотка, надо делать либо сверху, либо снизу. Так, все, ряд проплетаю ряд. Дальше я плету до самого низа таким способом, рядами, квадратными узлами. Стараюсь делать ромбики одного размера, чтобы они получались. Вот видите, что получилось? Сплела до самого низа. Сейчас покажу, сколько рядов получилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 рядов у меня получилось. Сейчас я вот эти вот последние узелочки буду привязывать к веревке, к нижней. Этот узел называется, еще раз говорю, либо брида, где-то называется, может называться репсовый узел. Я его уже много раз показывала, повторяться. Но если вы так смотрите, просто увидите, если будет хорошо, если вы совсем не знаете узлы. Тем, кто совсем узлы не знает, все-таки рекомендую сплести сначала что-то более помельче. Не такие крупные изделия, потому что работы с ними много. Некоторые берутся и потом жалеют, что начали. Материала много уходит. А до конца довести изделие не у всех получается. Так что лучше, если совсем не умеете плести, сначала сплестите цветочный подвес. На канале у меня, кстати, есть такой подвес. Кто хочет, может попробовать, чтобы понять, надо это им или не надо плести такие большие изделия. Так я тоже прохожусь по всему низу. Все узелки от последнего ряда я все привяжу к этой веревке. И делаю еще квадратный узел.
Так, вот я привязала все узелочки. Так, вот смотрите, сейчас я делаю веревку. Она у меня была просто протянута через дырочки и закреплена на раме. Сейчас мне надо сделать узелочки по обеим сторонам от этого бруса. С этой стороны тоже так же. Вот эти узелочки я сделаю по обеим сторонам бруса во всех 4 точках. По нижней части в 2. И с верхней части, по верхней веревочке я тоже так же сделаю эти узелочки. Привязку вот я сейчас убираю, чтобы она мне не мешала. Все, она мне больше не нужна на этом этапе. Еще обращаю внимание ваше, что вот смотрите, чтобы в дырочки проходили вот эти веревки нормально, веревки должны быть обмотаны, не опаливать, как обычно делаю зажигалкой, а именно я изолентой обматываю кончики, чтобы они были плотные, не махрились и в дырки хорошо проходили. Иначе вы намучаетесь, просовывая. Так, вот смотрите, гамак я отвязала, перевернула, взяла вот карабина, 2 карабинчика у меня, завинчивающиеся. Можно брать любые колечки, любой крепеж, куда можно подвесить веревочки, прикрепить. Видите, я сначала подвесила на концы веревок, которые были от боковых половинок гамака, на которые я плетала. А сейчас я буду навешивать декоративные стропы. Так, я беру веревочки по 3 метра, складываю пополам и навешиваю на карабин. Расстояние от карабина до планки деревянной у меня где-то в районе 60 сантиметров, но будете когда плести, возьмите больше, для лучшей балансировки гамака, потому что гамак получается широкий, но возьмите ближе к метру, и веревки, соответственно, маленько подлиннее, там, допустим, не 3 метра, возьмите 4 метра, сложите пополам, сделайте побольше вот этот вот край, эти стропы подлиннее, для лучшей балансировки, если у вас гамак широкий. Так, загибаю крайнюю веревочку и остальными веревочками плету на ней репсовые узлы.
Таким образом я закрепляю веревки, навешанные на карабин. Вот у этих веревочек кончики веревок тоже должны быть обмотаны изолентой или скотчем, у кого что есть. Так, вот я сплела, закрепила веревочки. Теперь буду их вставлять. Вот видите, у меня изолентой обмотан краешек. Так, узелочки. Вот смотрите, я тут делаю, не очень сильно натягиваю сразу. Мне потом пришлось их еще раз перенатягивать. Сразу делайте, чтобы поплотнее веревочка была, вот это не провисала. Конечно, там какой-то физической нагрузки они нести не будут. Это больше все-таки декоративный элемент, вот эти внутренние цветные веревочки. Но все равно они лучше смотрятся, когда они немножко в натяг. Основная нагрузка у меня будет на внешние стропы, которые из полиамидной нити. А основные веревки, еще раз говорю, это пропиленовые веревки. Для меня они новые, я из них еще не плела, но мне они понравились, я из них плести буду. Они по цене подешевле. И качество неплохое у них. И изделие получается красивое. Толщина веревок у меня 7 миллиметров. Так, вот я сделала эти декоративные стропы. Так, сейчас я буду оплетать полиамидную нить, чтобы она не отличалась не выделялась на фоне других веревок разноцветных. Я их тоже оплету квадратными узлами. Веревку взяла дополнительную 15 метров, сложила пополам. По 7,5 метров у меня получится каждая рабочая ниточка. И начинаю квадратными узлами оплетать вот эти вот веревки полиамидные. Полиамидные веревки я тут здесь, наверное, не показала. Я их тоже потом прикрепила. Сначала декоративные, а потом по краям прикрепила вот эти вот полиамидные нитки. Тоже
репсовыми узлами. И кончик загнула, и тоже сейчас буду во внутреннюю часть вот этой стропы вставлять. Буду оплетать квадратными узлами, чтобы вот этот вот хвостик у меня не вылез. Плотненько натягиваю эти квадратные узелочки. До самого низа, до деревянной планки. Вот так делать. Плести квадратные узлы. И одновременно фиксирую вот эти вот хвостик, чтобы он не вылез во время использования гамака, не распустился. Так, вот видите, я сплела обе стропы квадратными узлами до самого низа. На этой стороне я также точности сделала. Взяла еще одну веревку 15 метров, сложила пополам, навесила ее на карабинчик и сплела до самого низа. Так, вот такой у меня получился. Такие у меня получились стропы. На обратной стороне гамака, на той стороне, я точно так же сделаю. Потом, в конце, сначала я сделаю дальше. Вот мне надо проплести еще боковины этого гамака. Обратную сторону вот этого гамака, стропы на той стороне я буду делать потом, в конце. Потом скажу, когда потом. Сейчас пока мне надо еще вниз проплести стропы боковые, закрыть полиамидную нить и одновременно сделать более стабильной боковую веревку, чтобы она держала форму. Буду плести квадратные узлы. Еще хочу ваше внимание обратить. Плести вот эти вот боковинки надо симметрично. Если, допустим, вот вы сделали здесь вот на этом стороне 8 квадратных узлов, переходите на ту сторону и делаете также 8 узлов до второго ряда вот этого вот узелка второго ряда стыковки вот с этой веревкой. И, допустим, если там у меня дальше получилось 13 квадратных узлов или 14 на этой стороне, я перехожу на ту сторону и там также плету 13 или 14 квадратных узлов. И еще один момент. Я когда плела, вот когда у меня уже висел гамак вертикально, по длине гамака, я маленько сдвигала вот эти крайние узлы для того, чтобы, вот смотрите, у меня сам гамак сплетен из одних веревок, они не сильно тянутся, но усадку они дадут, потому что они еще плетение такое рыхлое достаточно, будет усадка.
веревка, когда человек будет садиться, будет гамак проседать. А так как у меня крайняя веревка полиамидная, она не тянется. И мне надо немножко раздвинуть вот эти крайние узлы вниз, чтобы увеличить величину ромбов именно по вертикали. Плела я не в этом направлении, а когда вот именно, чтобы вот вытягивалось изделие вот по длине, я буду сдвигать не сильно, на несколько сантиметров. На 2-3 сантиметра я сдвигала каждый узелок. И опять же, равномерно надо сдвигать, для чего я и плету одновременно и левую, и правую сторону, чтобы гамак не перекосился. То есть, если я здесь делаю 13 узлов, на той стороне я тоже сделаю 13 узлов. И тот узел я тоже опущу, сдвину на такое же расстояние, как и на левой стороне. Там дальше будет лучше видно, что я имею в виду под сдвиганием. Так, сейчас я вам покажу, как наращивать веревки. Гамак большой, веревок много. Если сразу брать длинные, они будут сильно просто путаться. Ни к чему все это. Поэтому вот я взяла 2 веревки, делаю узелочек. Сантиметров 70 я вот оставила в верхней части, они у меня уйдут в бахрому. Будет кисточки на бахроме. А сейчас я просто вот от этого узелочка дальше продолжаю делать квадратные узлы. Оплетаю полиамидную нить. Гамак у меня цветной, поэтому я взяла другого цвета веревочки. И продолжаю плести. Вот видите, здесь уже видно, как у меня, видите, сдвинуты узелки. Видите? Я их вниз вот так вот все немножко сдвигаю, чтобы у меня гамак, чтобы у меня ромбики расправились вдоль плетения гамака, скажем так, вдоль длины гамака. Так, вот смотрите, сплела я почти до низа. Так как я узелки сдвигала вниз, у меня получилось внизу, естественно, внизу получились, видите, они сместились и в кучке тут уже собрались последние 3 рядочка, 3 или 4 рядочка последние. Теперь мне надо вот эти вот полиамидные узелочки удлинить. Вот именно поэтому я и не фиксировала сразу капитально вот эти вот крайние все веревочки, а делала вот на таких временных узелках. И именно поэтому я сразу не делала стропы на другом конце гамака, оставила их на потом. Чтобы вот это вот компенсировать вот это расстояние по сдвиганию узелков, по расправлению. Видите? Вот так вот я сделала. Расправила. Еще немножко добавить надо. На обратной стороне я точно так же сделаю эту же процедуру. Видите, я перешла на другую сторону. И сейчас также маленько распущу, добавлю длины вот этой полиамидной нити. Когда будете начинать гамак,
вот эти полиамидные веревки возьмите больше, чем вы планируете длину гамака, 2 метра на 2. На всякий случай, просто чтобы длину строп сделать нормальной длины, чтобы не экономить. Лучше, если уж будет совсем лишнего, лучше обрезать, чем если у вас не хватит. Так, расправляю симметрично. Вот видите, здесь вот видно, что у меня уже стало горизонтально полу висит планка. Все, значит, нормально я раздвинула. Так, на этой стороне я точно так же сделала. Все, я перевернула уже на эту сторону, где вот у меня стропы дополнительные. Опять сделала все точно так же, как и делала, показывала я на той стороне вам. Теперь я буду убирать вот эти веревочки, закреплять. Здесь, смотрите, в принципе, можно вот эти узелочки, просто веревочки обрезать и подпалить краешки. Мне захотелось по бокам еще сделать кисточки небольшие, поэтому я стала вот так вот изгаляться. Но это делать не обязательно. Эти веревочки несут декоративный больше смысл, чем какой-то физической нагрузки они тут будут испытывать вряд ли. Поэтому можно их просто обрезать. Я делаю вот так. Собираю их, подрезаю, фиксирую еще раз узелочком. Я перестраховщица. Я люблю перестраховываться в плане плетения гамаков. Лучше лишний узелочек иногда сделать, чтобы никуда не распустилось ничего. Лишнее убираю, подпаливаю. И, кстати, если вы будете плести из таких веревок, аккуратней. Эти веревки хорошо плавкие, то есть они прям плавятся быстро, даже немножко могут загореться, если долго держать зажигалку. И можно обжечься вот этой капелькой образующейся, она не очень быстро застывает. Вот этот, конечно, у них минус у этих веревок. Они легко плавкие. В остальном, в принципе, они мне понравились, эти веревки. Думаю, что для гамака. Мне еще эти веревки, знаете, чем понравились? Тем, что они влагу не впитывают. Они такие немножко как полиэтиленовые. Для работ на улице, которые будут висеть, я думаю, что это актуально. Потому что потом, допустим, полиэфирный шнур, он впитывает влагу и утяжеляет изделие. А это нет. Надо использовать веревки, которые не впитывают влагу.
Последние узелочки я не обрезаю, последние веревочки, чтобы у меня получилось 3-4 веревочки в пучке в последнем. Мне нужна небольшая кисточка, с этого края тоже будет. Теперь я возвращаюсь опять к центру и вправо делаю точно так же. Убираю вправо теперь все веревочки. На обратной стороне гамака я сделаю точно так же. Изделие большое, одновременно показывать не получается, и повторяться, возвращаться к этим же моментам на другом конце гамака не хочется. Так, вот я повесила теперь горизонтально этот гамак для того, чтобы обработать кисточки. Буду обрабатывать и с той стороны, и с этой стороны. Если есть что-то лишние веревки какие-то получились, можно их обрезать. И эти же веревочки использовать в обмотке кисточки, в формировании кисточки. Вот на этих веревках, еще раз повторюсь, можно легко обжечься вот этими краешками. Аккуратней с ними. Беру, загибаю, обматываю туго, пальчиком одновременно петельку придерживаю, где я загнула загиб. Видите? Делаю 5-6 намоток, пяточков, наверное, 5 я в основном делала. Все, дошла я до низа, до петельки, до этой, которая у меня получилась. Просовываю. Придерживаю рукой, а другой кончик, который свободно оставляла, затягиваю. Видите, и у меня под намотку уходит вот эта петелька, и таким образом она хорошо фиксирует узелочек, не давая распуститься вот этому фрагменту фиксирующему. Вот из-за этого очень вот этот узел используется вот именно фиксацией вот таких вот финальных ниток. Собрать финальные веревочки. Теперь на кончиках тоже по этому же принципу делается узелок такой же. Только не отдельной веревочкой, а уже самой этой веревочкой. Тут уже затягивается вниз. Обмотали, просунули в петельку краешек и маленько потянули вниз все эти вот узелочки, все эти вот намотку. И она таким образом фиксируется. Получается сережки на концах веревок. Процесс достаточно сложный, долгий. Занимает по времени тоже несколько часов. Но смотрится потом эффектно и красиво, и аккуратно. Хотя, в принципе, можно просто обрезать и подпаливать краешки. Кому не хочется возиться вот с этими сережками, можно просто обрезать и подпалить. Таким образом я обрабатываю оба края, все веревочки.